Сегодня в выпуске. Люди нашли сходство между Тэхёном и женой корейского инди-музыканта, а армии описали лучшие качества артиста. Чонгук переживает из-за ИИ, а также сомневается в своих вокальных навыках. Рекорды победы и достижения у ATEEZ, aespa, Le Sserafim, Baby Monsta, ITZY и не только. Концертные новости при участии Boy Next Door, Чан Вонён и ENHYPEN. Ферикс из Stray Kids украсил собой обложку журнала, а Сухён из Акму шокировала всех изменениями своей внешности. Вымогательница денег у Ли Сонгюна получит тюремный срок, а Минхван из FT Island отрицает все обвинения, но у полиции другое мнение. Человека, обвинившего Аю в плагиате, заставят выплатить гигантский штраф, а New Jeans и Эйдор продолжают то, что они продолжают уже достаточно долгий период времени. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-pop News номер 212. Как обычно, все ссылки на экране, вас прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Boosty Donation наверх для тех, кто хочет поддержать каналы, пишите комментарии. Кстати, теперь доступны английские субтитры. Ну, я думаю, где будет написано на экране в самом начале ролика, но да. Теперь пытаемся расширяться на весь мир. Что еще? Защитные иероглифы. Кому надо, прочитайте, кому не надо, ну и не надо. С вами, как обычно, Максим и новости индустрии. Мы начинаем. Поехали. По традиции начнем выпуск даже не с чего-то потяжелее, а с рубрики «А что там у New Jeans и Эйдор?» И давайте подробнее. Эйдор официально выразили свою позицию по поводу нового аккаунта в соцсети, созданного участницами New Jeans, назвав эту ситуацию вызывающей беспокойство. 18 декабря агентство Эйдор заявило, цитата: «Все аккаунты, кроме официальных страниц New Jeans, созданных Эйдор, были открыты без предварительного согласования, что нарушает условия эксклюзивного контракта. Уже поступают запросы и жалобы от рекламодателей и третьих лиц по поводу публикаций на данном аккаунте. Мы обеспокоены сложившейся ситуацией». Они добавили: «Любая деятельность, осуществляемая через этот аккаунт, может стать причиной юридических проблем. Эйдор донесли свои опасения до артисток и их законных представителей». Также в заявлении говорится, у New Jeans есть специально созданная платформа для общения с фанатами, а также официальные аккаунты в популярных социальных сетях. Мы надеемся, что участницы группы будут продолжать взаимодействовать с поклонниками через эти официальные каналы, как и раньше. Ранее, на фоне внутреннего конфликта между Эйдор, бывшим гендиректором Минхиджин и Hype, New Jeans провели экстренную пресс-конференцию, пересказ истории, мы с вами тоже все миллион раз слышали, уже уши болят все это слушать. Вот такая вот ситуация. В общем, Эйдор до последнего, естественно, будет свой главный актив пытаться вернуть, а вот что делает главный актив, это следующая новость. К ней. И у нас тут New Jeans, которые пытаются в обход Эйдор сотрудничать с рекламодателями. Давайте подробнее. Подтверждено, что New Jeans самостоятельно вели переговоры о заключении контракта на рекламное сотрудничество с глобальным люксовым брендом, обойдя свое агентство Эйдор. Этот шаг вызвал путаницу в рекламной индустрии и поднял юридические вопросы о возможных нарушениях эксклюзивных контрактов и связанных с этим компенсациях. Несмотря на текущий судебный спор по поводу их эксклюзивного контракта с Эйдор, New Jeans прибегли к рискованным действиям, таким как создание независимых аккаунтов в соцсетях и попытки заключения прямых рекламных соглашений. Согласно отчету Ten Asia от 18 числа, New Jeans недавно выразили намерение подписать прямой двусторонний контракт с глобальным производителем люксовых часов через менеджера Эйдор, известного как A. Сообщается, что менеджер A напрямую связывался с рекламодателем для обсуждения условий. Также выяснилось, что New Jeans пытались связаться с другим люксовым брендом через бывшего менеджера Эйдор, известного как B, чтобы заключить контракт напрямую. На пресс-конференции, где New Jeans объявили о расторжении контракта, повторение истории, бла-бла-бла-бла-бла. Пропускаем. Вот. Стандартный эксклюзивный контракт, разработанный Министерством культуры, спорта и туризма, требует, чтобы вся деятельность артистов велась через агентство. Артистам запрещено самостоятельно заключать соглашения без одобрения агентства, а третьи стороны, участвующие в нарушении контракта, могут нести юридическую ответственность. Один из инсайдеров индустрии отметил, цитата: «Учитывая, что судебное разбирательство уже идет, было бы разумнее подождать с попытками заключения независимых соглашений. Поспешность в обеспечении новых контрактов, особенно в рекламе, крайне чувствительном секторе, кажется излишне торопливой и непонятной». Ну вот так. Возможно, девушки хотят кушать, а возможно, им нужны деньги на адвокатов, а может быть, мы правду с вами никогда не узнаем, к чему я склоняюсь, как обычно, более чем к остальным версиям, предложенным выше пару секунд назад. Но тем не менее, будем наблюдать за ситуацией, потому что я хоть и не аналитик, но мог что-то предугадывать, когда рассказывал разные новости, но в этой ситуации я не знаю, что сказать. Кроме как, давайте просто посидим, посмотрим и двигаемся дальше. В прошлом выпуске мы выяснили, что Аю лучшая певица Кореи по версии Billboard, а сейчас мы с вами узнаем о том, что будет, когда ты не следишь за базаром, а точнее, как приходится за него отвечать. Это все связано с Аю и обвинениями в плагиате. Давайте подробней.
Человеку, ложно обвинившему Аю в плагиате, было предписано выплатить певице 30 миллионов вон, 21 тысяча долларов. В качестве компенсации Центральный районный суд Сеула постановил в среду, что ответчик должен возместить ущерб, понесенный Аю после ложного обвинения в плагиате. Иск был подан певице в сентябре прошлого года. Ответчик обвинил певицу в плагиате 6 ее песен: The Red Shoes 2013 года, Good Day 2010, BB 2018, Pitfall 2009, Boo 2009 и Celebrity 2021. И в нарушении закона об авторских правах, подав жалобу в полицию в мае прошлого года. Однако в августе того же года полиция отклонила жалобу, объяснив, что обвинения не являются преступлением. После того, как Аю подала иск, ответчик, согласно отчетам, не отвечал на протяжении всего судебного разбирательства, что заставило суд продолжить рассмотрение дела через процедуру публичного уведомления. Между тем, артистка подала иск против других лиц, которые распространяли в сети необоснованные обвинения в плагиате, а также против тех, кто публиковал вредоносный контент о ней. Некоторые лица уже понесли наказания, включая штрафы, но вот так с базар придется отвечать, если говорить на максимально простом и доступном языке. С другой стороны, это поднимает главный вопрос, что неважно, что говорится в видеоролике или что написано в официальном пресс-релизе, ведь люди полезут в комментарии и найдут то, что они хотят найти, и будут верить в это. Естественно, во что-нибудь плохое, чтобы только артисты эти подавились, ух, как они зажрались. Возможно. Опять же, по моим наблюдениям, так частенько происходит. Люди ищут максимальный негатив, пытаются его раздуть, что просто тем, кому повезло больше, повезло меньше. И сломать им жизни. Будем надеяться, что у прекрасной артистки Аю все будет хорошо, и следите за тем, что пишете в интернете, возможно, скоро и до вас доберутся те, кто занимается всякими нехорошими делами. Двигаемся дальше. Далее у нас Минхван из FT Island написал фанатам и отрицает обвинения. Давайте подробнее. Чве Минхван из FT Island 18 декабря 2024 года опубликовал сообщение на платформе Viveur, чтобы еще раз подчеркнуть, что он не причастен в связях с путанами. Ранее его бывшая жена Юрхи сделала шокирующее заявление на своем YouTube-канале. Пропускаем все повторение истории, кому надо, полистайте предыдущие выпуски. Хронологически здесь все новости связаны из выпуска в выпуск. И вот письмо. Моим дорогим фанатам Примадонна, название фэндома FT Island, которых я люблю больше всего на свете, я хочу написать это сообщение без какой-либо связи с моим агентством. Когда ты работаешь в компании или являешься частью группы, ты начинаешь понимать, что есть слишком много вещей, которые нужно защищать помимо своих собственных взглядов. У меня не было связей с путанами, как заявляли в новостях, и как можно доказать, что дело было закрыто за недостатком доказательств, а не из-за моей невиновности. Из-за этого мне стало еще труднее что-то сказать. Что касается гостиницы и мотелей, упомянутых в записях, я просто хотел побыть один и поэтому туда пошел. Я понимаю, что людям сложно поверить мне на слово, но это правда. Мне жаль, что нет очевидных доказательств, чтобы это подтвердить. Я просто надеюсь, что люди смогут понять, что я действительно этого не делал. У меня не было возможности объяснить или защититься. У меня не было способа это изменить. Надеюсь, вы сможете понять, что это действительно не так. И я не собираюсь скрываться и убегать. Мне искренне жаль. Минхван также ответил на вопросы фаната о спорных аудиозаписях. Когда один из фанатов спросил ответ на утверждение, что Минхван пошел в отель, чтобы побыть одному, что значит подготовить два XX и YY, и разве нельзя забронировать самостоятельно? А также вы все еще не утверждаете, что посещали подобные заведения для взрослых. Минхван ответил: я не знаю, что значит XX и YY, но возможно это кондиционер и зубная щетка. Это может показаться глупым, но я давно сделал вазэктомию, поэтому мне не нужны контрацептивы. Я всегда прошу зубную щетку ради гигиены, куда бы ни отправился, поэтому не понимаю, почему вокруг этого так много подозрений. Термин «кондиционер» предположительно является эвфемизмом для мужских контрацептивов, что ранее вызвало общественные спекуляции и возмущение. А дальше у нас есть комментарии, конечно же, от корейских пользователей сети, озвученные по ролям в фирменном неповторимом стиле, потому что такое повторить, это еще нужно постараться. Зачем вообще говорить что-то настолько бесполезное? Это так жалко, никакого раскаяния. Если ты действительно хочешь побыть один, тогда отправь детей к Юрхи, уйди из FT Island, оставайся один навсегда. Контрацептивы важны не только для предотвращения беременности, но и для предотвращения заболеваний. Какой-то он неосведомленный, хотя если бы знал, вел бы себя иначе, да? Я даже не фанат, но мне так стыдно за него. Настоящий фанат, наверное, просто разбитый. Он придумывает оправдание до самого конца, это так мелочно. Лол, он теперь политик? Какое комедийное шоу. Впервые стало жалко FNC, только все стало успокаиваться, теперь они снова будут страдать, пытаясь все решить. Похоже, пост уже удалили. Зашел на Виверс, его там нет. Слишком много информации, я в шоке. Теперь мы узнали, что даже знаменитости делают вазэктомии. Что, если сделал вазэктомию, значит не нужно использовать контрацептивы? Ему срочно нужно пройти уроки полового воспитания. В общем, такие вот комментарии людей. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, но дальше продолжение истории и сразу к нему. Снова Чве Минхван из FT Island, отчет полиции, который противоречит предыдущей новости. Давайте подробнее. 20 декабря медиаиздание Sports Kyunghan сообщило, что получило копию отчета о полицейском расследовании Чве Минхвана, участника FT Island.
Минхван, который ранее заявлял, что никогда не пользовался кекс-услугами и утверждал о своей невиновности, признался полиции, что действительно посещал увеселительные заведения. Я часто бывал в подобных заведениях, однако из-за недостатка доказательств он был оправдан. Кроме того, согласно полицейскому отчету, бывшая жена Чхве Минхвана Юльхи отказалась явиться на допрос по делу, а также отклонила просьбу предоставить оригинальную аудиозапись телефонного разговора. В результате полиция закрыла дело из-за недостатка доказательств. Еще одно расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах также было завершено после того, как Юльхи дала показания. Я не хочу, чтобы это дело продолжалось в рамках расследования или наказания ради блага детей. Возможно, ради блага детей не стоило пытаться лишить отца детей единственного хлеба в виде рок-группы. На фоне скандала споры вызвала и позиция коллеги по группе Ли Хон Ки. После обвинения он заявил: это была их личная жизнь, и ситуация дошла до такого. Нужно признать ошибки и извиниться, склонив голову. В то же время он добавил: но нам всем не стоит так легко верить всему. Кроме того, в ответ на критику фанатов он написал: а если выяснится, что это не кекс-услуги, не заведение для взрослых, готовы ли вы отвечать за свой базар? После затишья, последовавшего за прекращением активности, Минхван впервые нарушил молчание в прошлом месяце, когда полиция прекратила расследование дела о нарушении закона о наказании за кекс-услуги и сексуальных домогательствах. И дальше идет предыдущая новость, которая связана вот с письмом, которое он писал фанатам. Что можно сказать? Дело, конечно, запутанное, вроде, получается, и ходил, но вроде и не ходил, много или мало, и вообще, что такое много и мало в контексте посещения подобных заведений. Жена хотела как лучше для детей и пыталась оставить отца без работы, чтобы забрать себе детей или что. Не выносите спор из избы. Я думаю, такой можно сделать вывод. Понаблюдаем за ситуацией и двигаемся дальше. Далее у нас Дилан Ван, его песня подверглась критике за высокомерие, и давайте подробнее. 16 декабря Дилан Ван выпустил новый альбом Dreams of the Youth, в котором 10 треков созданы в сотрудничестве с другими рэп-исполнителями. Дилан участвовал в написании музыки и текстов песен. Это альбом о юности, мечтах и взрослении. Он был написан после поездки в Лос-Анджелес на баскетбольный матч всех звезд в начале 2024 года. Для Дилана альбом это не только переосмысление своего жизненного и карьерного пути, но и подарок фанатам. Dreams of the Youth был выпущен бесплатно на QQ Music, Cool Dog Music и Cool Me Music. Однако не все пользователи сети оценили творческий порыв актера. Некоторые называют тексты песен Дилана высокомерными, другие считают, что актер намекает на кого-то, кто пытается ему подражать. В частности, бурной критике подверглась песня Fate. В тексте есть такая строчка: «Только я могу сыграть Дунфан Цинцана и Сюй Ци Аня». Это отсылка к двум ролям актера, культовой дораме «Разлука Орхидей» и «Повелителя демонов» и предстоящему сериалу «Стражи Дафена», который только готовится к премьере. Некоторые пользователи сети называют Дилана слишком самоуверенным, а актер не в первый раз сталкивается с критикой. Пользователи сети обвиняют его в том, что он больше внимания уделяет второстепенным проектам, развлекательные шоу, создание собственного бренда одежды и музыки, вместо того, чтобы совершенствовать свое актерское мастерство. Возможно, человек хочет кушать, а не только в кино сниматься. Поклонники защищают Дилана, восхваляя его смелость и искренность. Они считают, что его увлечение музыкой – это проявление творческой свободы. Они говорят: у кого нет мечты? И призывают других ценить его искренние старания, а не критиковать его работу. В любом случае, Дилан делает то, что считает нужным. Вот такая вот история. Редко этот артист попадался в новостях у нас, по-моему, чуть ли не второй или третий раз за всю историю канала, но, тем не менее, заголовок по поводу высокомерия, что тут высокомерного, если рэперы очень часто кидают понты, в своих композициях, непонятно. Особенность жанра такая. Я не говорю, что весь рэп такой, но просто, да, один из канонов — это у меня много тачек, женщин там, и я самый лучший. Поэтому в чем проблема? Непонятно. Будем надеяться, что, конечно, артисты там за это не отменят, и двигаемся дальше. Женщина, которая вымогала деньги у Ли Сон Гюна, присядет на несколько лет. Давайте подробнее. Женщина, которая вымогала 300 миллионов корейских вон, примерно 206 930 долларов США, у покойного актера Ли Сон Гюна через шантаж, была приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. 19 декабря 4-я уголовная коллегия окружного суда Инчона вынесла приговор 30-летней Эй, управляющей заведением для взрослых. Ее сообщница, бывшая актриса Би, 29 лет, была приговорена к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за аналогичные преступления. И если очень коротко, потому что все дело пересказывать особо смысла нет, главное, что виновный наказан, но так напомню, в сентябре прошлого года Эй позвонила Ли Сон Гюну, когда он еще был жив, и заявила, что ее телефон был взломан, и она подверглась угрозам. Она попросила 300 миллионов вон, якобы для того, чтобы замять ситуацию, и получила эти деньги. Однако расследование показало, что этим так называемым хакером оказалась ее близкая знакомая Би. В общем, использовалась левая сим-карта, девушки были в сговоре, и вот что судья Хон Ин Сук из 4-й уголовной коллегии заявил. Жертва испытывала страх и моральные страдания из-за преступлений Эй. Би усугубила страдания жертвы, шантажируя его. Жертва, которая также находилась под следствием по делу о незаконном употреблении веществ, решила покончить
Решила Роскомнадзорнуться из-за сильного психического и эмоционального давления. Хотя на это решение повлияли и другие факторы, нельзя отрицать, что действия A и B усугубили его душевные страдания. Тем не менее, суд учел, что A также была жертвой угроз со стороны B, и это в определенной степени повлияло на ее действия. Суд также отметил, что B в целом признал свои ошибки, раскаивается и имеет несовершеннолетнего ребенка, которого необходимо обеспечивать. Криминал, ужас, все как обычно из-за денег, ну а из-за чего же еще? Покойся с миром, Ли Сон Гюн, хороший актер был. Может быть, если бы они его не шантажировали, ничего бы и не было. Кто знает. Двигаемся дальше. Далее у нас Сохён из группы Акму удивила всех своим преображением. Давайте подробнее. Сохён из группы Акму произвела настоящий фурор, продемонстрировав поразительное преображение после похудения. 16 декабря Сохён поделилась новыми фотографиями на своей странице в социальной сети, написав: «Бангкок готов». На снимках она запечатлена вместе со своим братом Чан Хёком, который выступает вместе с ней в составе Акму перед началом выступления в Бангкоке. Внимание поклонников привлекла заметно постройневшая фигура Сохён. Как сообщается, благодаря диете певица сбросила около 8 килограмм. Недавно Акму выступили в качестве приглашенных артистов на втором концерте японской группы Ясоби в Южной Корее. Мероприятие состоялось 7-8 декабря на Inspire Arena в Инчхоне, и ребята сумели покорить публику своим великолепным исполнением. Также Акму планирует выступить на 9-й церемонии вручения наград Asia Artist Awards, которая пройдет 27 декабря в Бангкоке, Таиланд. Ну что ж, хорошая новость. Здоровье — это очень важно. А лишний вес ему не способствует. Ну, можете обижаться, но это медицинские факты. Тут уже не поспоришь. Поэтому будем надеяться, что без экстрима, без всяких таких чудо-диет, где вы едите один листик капусты в день, девушка добьется того, чего хотела добиться. И, конечно, группе Акму в целом хороших концертов. Двигаемся дальше. Ну и чтобы далеко не уходить от концертов, тут буквально одна новость, но большое количество артистов. Давайте подробнее. KBS Song Festival Global Festival 2024 представит захватывающие совместные выступления, которые объединяют разные поколения. В этом году ежегодный фестиваль песни KBS посвящен теме «Бесконечность» и отмечает связи, созданные музыкой кей-поп артистов разных эпох. 18 декабря KBS представили захватывающий лайнап специальных выступлений для поклонников всех возрастов. Легендарный хип-хоп дуэт Джин Син объединится с Чан Вонён и Заев и Boy Next Door для эпичных выступлений. Чан Вонён отдаст дань уважения Ом Чон Хва в коллаборации с Джин Син, возможно, читаю неправильно, но первый раз название-то вижу, в то время как выступление Джин Син с Boy Next Door обещает динамичную смесь хип-хоп вайбов обоих поколений. Ведущий Ким Йон Дэ впервые продемонстрирует свои вокальные навыки в специальном сотрудничестве с Хисыном из Enhypen. Baby Vox воссоединятся для своего первого выступления в полном составе за 14 лет. Совместно с Kiss of Life они представят мощный номер, который обещает оставить неизгладимое впечатление. Марк из NCT представит свой последний сингл «Фракция» при участии Ли Йонджи в рамках дебютного выступления на ТВ. Тем временем Чон Вон и Джей из Enhypen, Мион из G-Idol, Лиз из IVE и Сон Хо из Boy Next Door представят звездную коллаборацию, добавляя еще больше магии. Завершая вечер, артист-ветеран Юн Су Иль исполнит свой классический хит «Apartment» вместе со всеми участвующими артистами, подарив душевное совместное выступление. И само мероприятие пройдет в 20:30 на KBS 2 TV 20 декабря. Ну, в общем, такая вот коллаборация артистов, и двигаемся дальше. А у нас тут еще одна концертная новость закралась. New Jeans, I-Elite и Le Sserafim. Давайте подробнее. New Jeans, I-Elite и Le Sserafim выйдут на сцену 66-й церемонии вручения наград Japan Record Awards. 19 декабря TBS подтвердили, что 3 женские кей-поп группы выступят на одной из самых престижных премий Японии, которая пройдет 30 декабря. New Jeans собираются представить свой дебютный японский сингл Supernatural на церемонии этого года. Они были названы победителями в категории Excellence Award за Supernatural, что также сделало группу кандидатом на главную награду Grand Prix Award. Они являются единственной поп-группой в данной номинации. Победитель в номинации Grand Prix Awards будет объявлен во время мероприятия 30 декабря, в то время как победители в других категориях были представлены 21 ноября. I-Elite исполнит свой дебютный хит Magnetic, песня заняла 15 место в ежегодном чарте Billboard Japan Hot 100, что является самым высоким рейтингом среди всех поп-треков. Группа была названа победителем в категории New Artist Award. Le Sserafim исполнит на церемонии награждения песню Crazy Japanese Version. Группа привезет домой специальную награду Special International Music Award, став первой кей-поп группой, заслужившей такое признание на Japan Record Awards. Ну что ж, такое мероприятие будет, такие награды девушки получат и получили. Поздравляем, успешных выступлений, двигаемся дальше. Stray Kids открыли поп-ап магазин, и давайте подробней. Stray Kids открыли поп-ап магазин в названии на экране в районе Чонногу, Сеул, чтобы отпраздновать выпуск своего альбома Hop, первого проекта в их новом формате SKZ Hop Hip Tape. Оформление магазина Stray Kids Hop Pop-Up Store отражает суть концепции альбома, сочетая традиционные корейские элементы с современным дизайном.
Магазин предлагает множество мероприятий, включая Secret Ring Booth, зону, где можно послушать голосовые сообщения от участников, Target the Time, где посетители пытаются уложиться в заданное время с помощью таймера, Hop Tree, где фанаты могут оставлять сообщения для группы, и Throw to Victory, где посетители могут бросать леденцы в контейнеры в виде снеговиков. Там также можно найти фотозоны, официальный мерч для покупки, ивент в социальных сетях, где фанаты Stay могут получить специальный стикер и розыгрыш для тех, кто купит альбом. Поклонники, посещающие временный магазин, могут найти сообщения и автографы от участников, которые недавно посетили это место. Stray Kids Hop Pop-Up Store будет работать до воскресенья. Я записываю эту новость в субботу, то есть он уже не работает, это ностальгичная новость теперь. Ниже представлены фотографии из поп-ап магазина, которые вы, естественно, видели на протяжении всего озвучивания новости, но я только сейчас смотрю. Очень симпатично, их очень много, все я не вставлю. Их очень-очень много, но выглядит все это здорово, думаю, фанаты были в восторге. Если вы там вдруг оказались каким-то образом, ну напишите в Телеграм, скиньте фотографии. И двигаемся дальше. Хотите еще больше Stray Kids? Пожалуйста, вот Феликс украшает собой обложку, давайте подробней. В декабрьском выпуске The Sure Magazine на обложке сияет харизматичный Феликс, выдающийся участник знаменитой группы Stray Kids. Оглядываясь на 2024 год, становится очевидным, что Феликс стал одной из самых ярких фигур нового кей-поп поколения. С приближением конца года влияние Феликса выходит далеко за рамки музыки, он задает тренды и формирует культурные направления. Его динамичное сценичное присутствие и уникальный талант завоевали сердца поклонников по всему миру и задали новый стандарт художественного самовыражения в индустрии. Помимо музыкальных достижений, Феликс достиг значительных успехов в области благотворительности, посвящая свое время и усилия проектам, подчеркивающим важность поддержки сообщества и помощи нуждающимся. Его приверженность социальным инициативам отражает ценности современной молодежи, делая его примером для подражания. Кроме того, сотрудничество Феликса с модным домом Луи Виттон помогло уверенно заявить о себе в мире моды. Феликс с его выразительной внешностью и магнетическим сценическим присутствием покорил поклонников по всему миру. В рамках этого партнерства он поднял уличную моду на уровень высокой, воплощая современный дух бренда и оставаясь близким своей молодой аудитории. Союз с Луи Виттон символизирует слияние музыки и высокой моды, демонстрируя универсальность и влияние Феликса в различных сферах мира развлечений. Завершая 2024 год, Феликс служит ярким примером того, какие блестящие перспективы ждут кей-поп-артистов, вдохновляя всех своей страстью и преданностью делу. Его способность устанавливать личную связь с поклонниками в сочетании с утонченным стилем делает его настоящей иконой нашего времени. В этот декабрь, подводя итоги года, журнал чествует Феликса не только как участника Stray Kids, но и как яркую фигуру в постоянно меняющемся мире моды и музыки. В общем, фотографии вы видели, все очень хорошо. Как говорится, модель-фотограф знали свою работу и знают до сих пор. Всего хорошего артисту и двигаемся дальше. А далее у нас IN из группы Stray Kids тоже на обложке, давайте подробней. IN, самый младший участник Stray Kids, украсил цифровые обложки выпуска Days Korea за январь 2025 года в сотрудничестве с ювелирным брендом класса люкс Damiani. Ну, раз вот я опять буду зачитывать рекламу, я пошучу, ну пришлите мне хотя бы коробку из-под ваших украшений, я понимаю, что они очень дорогие, ну коробку пустую хотя бы. 20 декабря были опубликованы захватывающие снимки, которые подчеркивают элегантность и харизму IN. Idol демонстрирует фирменные изделия Damiani, привлекая внимание изысканной, но в то же время смелой эстетикой. IN, известный своей яркой внешностью и уникальным шармом, непринужденно воплощает суть роскоши и изысканности. Фотосессия сочетает современную моду с вневременным дизайном ювелирных изделий, представляя художественную интерпретацию, которая одинаково очаровывает как поклонников, так и любителей моды. Такое описание, что аж хотел шарфик так вот запрокинуть, но реквизит отсутствует в кадре. Эта коллаборация знаменует собой важный момент для IN, еще больше укрепляя его растущее влияние в индустрии моды и роскоши. Цифровые обложки уже привлекли значительное внимание в сети, и фанаты хвалят способность айдола органично сочетать энергию молодости с высококлассным стилем. Ожидается, что полное интервью и закулисные съемки будут опубликованы в ближайшее время. Конечно, фотографии, мое уважение, хорош, что еще сказать. А других мы тут в выпусках и не держим. Так что всего хорошего артисту и двигаемся дальше. Кстати, пару новостей назад у нас был поп-ап магазин Stray Kids, а тут у нас поп-ап магазин Джина из BTS, давайте подробней. 20 декабря 2024 года в Сонсудоне, Сеул, состоялось торжественное открытие поп-ап магазина нового бренда алкоголя iJin от Джина из BTS. Алкоголь вредит вашему здоровью. Согласно информации Навье, поп-ап магазин iJin получил невероятный отклик с момента своего открытия. Первый день работы магазина десятки покупателей пришли в магазин, образовав длинную очередь. Несмотря на холодную погоду, место было оживленным. Предзаказы в магазине закрылись всего за 3 часа, в первый день была большая очередь.
Внутри магазина было также многолюдно. С помощью открытия поп-ап магазина посетители могли получить более глубокое представление о бренде. Энтузиазм посетителей ощущался даже за пределами места проведения мероприятия. Отмечается, что длинные очереди и поклонники, которых не пугал холод, демонстрировали их восторг по поводу iGin. Посетителей можно было увидеть за дегустацией iGin в специальной зоне. В зоне, где продавали продукцию, в том числе алкоголь, также были большие очереди. Фанаты джина были шокированы популярностью поп-ап магазина нового бренда iGin. Так что многие начали оставлять комментарии, восхищаясь певцом и его новым бизнесом. Одни утверждают, что он бизнесмен с креативным мышлением, а другие отмечают, что такая популярность его продукции доказывает его влияние. Цитаты. «Посмотрите на эту огромную очередь охранников у поп-ап магазина iGin. Некоторые корейские фанаты говорят, что им приходится ждать как минимум 2 часа, чтобы зайти внутрь. Заметьте, сам Сок Джин еще даже не начал продвигать свой бренд». Потрясающий вокалист и мировая суперзвезда Джин — это не просто так. Он генератор идей, гений, многократный талант, универсальный человек и креативный бизнесмен. По словам некоторых корейских фанатов, все в поп-ап магазине iGin уже распродано. Осталось лишь несколько подставок для стаканов. И это всего через несколько часов после открытия. Так много милых и креативных зон, у него очередной хит. Сок Джин, у тебя так много людей, которые тебя любят. Я так горжусь Джином. Поздравляю, моя любовь, ты заслуживаешь все самое лучшее в жизни, ты больше, чем просто певец-айдол, отправляю тебе всю позитивную энергию. Написано капсом без знаков препинания. 5500 посетителей, влияние Сок Джина, заметьте, он все еще ничего не говорил, не публиковал, а iGin, Сок Джин, король продаж. Не так давно стало известно о запуске бренда алкоголя iGin от вокалиста BTS и шеф-повара и звезды шоу Culinary Class Wars Пэк Чон Вона. Джин и Пэк Чон Вон давние друзья, они создали традиционный корейский дистиллированный алкоголь, а также несколько готовых к употреблению напитков iGin с различными вкусами, среди них iGin Sweet Tonic и iGin Tenji Tonic, изготовленные из яблок, слив и арбузов. Предварительные заказы на алкогольный бренд iGin от Джина из BTS начались 16 декабря. После этого 20 декабря состоялось торжественное открытие, мероприятие будет продолжаться до 24 декабря, у меня сегодня 21, еще можете успеть. 16 декабря приложение для розничной торговли GS25 дало сбой из-за большого объема предзаказов на iGin. Согласно сообщениям, весь товар был распродан в течение нескольких часов после открытия окна предзаказов. Несмотря на то, что алкоголь вредит вашему здоровью, это прекрасно, что артист решил заняться бизнесом, потому что, как я уже говорил, популярность, она, конечно, может тянуться годами, но нужно иметь запасные варианты мало ли чего, так что, по-моему, хорошее вложение денег. Открыть бизнес, который явно уже отбивается. Ну или начал отбиваться. Артисту, конечно, всего хорошего и, конечно, побольше новых релизов. Ну и, может быть, тоже бизнесов новых пооткрывает, кто его знает. И, конечно же, по традиции, это не конец ролика, нет, дорогие дамы и господа, это бумажка, на которой написано «это не конец видео». А что это значит? Правильно, то, что список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока живы вы, я, светит солнце и луна. Далее Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое, в том числе все видеоролики там есть, которые на всех моих каналах выходят, они там всегда доступны, без всяких ограничений, не нужно никакие блокировки обходить. Так что, если у вас проблемы с доступом к YouTube, то вот как вариант. Правда, как вы узнали о том, что на Бусти есть все, если вы не можете попасть на YouTube, тоже загадка. Но в любом случае, на Бусти это не только поддержать мои каналы, но и получить доступ ко всему контенту, вообще ко всему, заранее еще. Так что имейте это в виду. Далее другие каналы, которые я тоже веду, и ролики с них тоже падают на Бусти заранее. Это MPTube, реакции, марафоны, обзоры и прочие вот комментарии, связанные с музыкой. MP Entertainment, музыка, самый свежий релиз здесь, но фактически в момент записи у меня уже на руках есть готовый релиз, и на YouTube он выйдет 25-го, а на стримингах непонятно когда. Возможно, в следующем году, так что имейте в виду, естественно, я все сообщу в Телеграме и вообще забью все свои соцсети саморекламой, потому что да. И Телеграм, конечно же, чтобы не теряться. И не конец выпуска ни в коем случае. Двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывают парни из ATEEZ, и давайте подробнее. Группа ATEEZ получила признание зарубежных СМИ за тур 2024 года. Американское музыкальное издание Consequence включило ATEEZ в список лучших кей-поп туров и выступлений 2024 года благодаря их мировому туру Towards the Light Will to Power. Группа получила награды в двух категориях: лучший тур года и лучшие живые шоу 2024 года в ежегоднике K-pop 2024. В издании отметили, что этот тур стал переломным моментом для ATEEZ. Они всегда сохраняли высокую планку, но североамериканский тур 2024 года вывел группу на новый уровень, подарив невероятно впечатляющий результат, подчеркнули в издании.
Также они добавили, выступление перед таким количеством зрителей стало важной вехой, история ATEEZ еще далека от завершения, но 2024 год стал для них выдающимся. Gotta work, gotta make that money, как говорили артисты в одной из своих песен. Кроме того, ATEEZ стали единственными кей-поп артистами, отмеченными в категории «Лучшие живые шоу» 2024 года. Издание подчеркнуло, этот тур продемонстрировал, что делают выступления ATEEZ уникальными. Энергичные перформансы, харизматичная визуальная составляющая и безупречный вокал принесли группе значительные успехи. Согласно отчету Billboard, год в турах 2024 ATEEZ привлекли около 200 тысяч зрителей на 13 концертах в Северной Америке, заняв 4 место в категории «Лучшие кей-поп туры». Мировой тур ATEEZ завершился триумфально в августе. Группа впервые выступила на стадионе BMO Stadium в Лос-Анджелесе и стала первой мужской кей-поп группой, которая провела концерт на стадионе Globe Life Field в Арлингтоне, вмещающем более 40 тысяч зрителей. Они также стали первой группой 4-го поколения, выступившей на стадионе Citi Field в Нью-Йорке, установив новый исторический рекорд кей-поп. Завершив тур 2024 года, ставший памятным этапом в их карьере, ATEEZ отправится в 2025 году в тур по Европе. С января группа посетит 9 стран, включая Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию, Нидерланды, Испанию, Германию, Данию и Бельгию, где проведет 14 концертов. Ну что ж, пацаны, вообще ребята, поздравляем от души, душевно в душу, и, возможно, песню ATEEZ Work я не просто так упомянул, это, возможно, маленький легкий спойлер на то, что выйдет в самом начале года вместо новостного выпуска. А может быть нет, кто знает, двигаемся дальше. Дальше своими достижениями нас порадуют девушки из Le Sserafim, и это клип, давайте подробней. Le Sserafim достигли еще одной впечатляющей отметки на YouTube. 19 декабря около 6:50 утра по корейскому времени музыкальное видео на песню Crazy превысило 100 миллионов просмотров на YouTube. Le Sserafim выпустили клип 30 августа в 13:00 по корейскому времени. Для достижения этого рубежа потребовалось примерно 3 месяца, 18 дней и 18 часов. Crazy — 8-й клип Le Sserafim, добившийся такой отметки после Fearless, Anti-Fragile, Unforgiven, Ева Психея и Жена Синей Бороды, Smart, Perfect Night и Easy. Поздравляем девушек из Le Sserafim, счастья, здоровья, успехов и двигаемся дальше. Конец года совсем не за горами, поэтому всякие сводные статистики и прочее прилагаются. Billboard посчитали и составили топ самых успешных и прибыльных туров, давайте подробней. И сразу пройдемся по топ-10. 10 место. ITZY. Сборы 6 миллионов, продано билетов 56 200, количество шоу 8. G-Idol. Сборы 6,7 миллионов долларов США. Продано билетов 46 500, количество шоу 6. 8 место NCT Dream, сборы 7,8 миллионов, продано билетов 59 800, количество шоу 8. 7 место IVE, сборы 10,8 миллионов долларов США, продано билетов 92 900, количество шоу 10. IU, сборы 16,6 миллиона, продано билетов 92 600, количество шоу 8. 5 место Twice, сборы 24,2 миллиона долларов США, продано билетов 220 тысяч, 5 шоу. Какая же там вместимость была в этих 5 шоу. 4 место ATEEZ, сборы 37,6 миллионов долларов США, продано билетов 192 тысячи, количество шоу 13, рейтинг World Genre Top 100 номер 83. 3 место TXT, сборы 58,1 миллионов долларов, продано билетов 453 тысячи, 26 шоу, рейтинг World Genre Top 100, 52 место. 2 место ENHYPEN, 63 миллиона собрали, продано билетов 407 тысяч, количество шоу 36, рейтинг World Genre Top 100, номер 50. 1 место Seventeen, сборы 98,4 миллиона долларов США, продано билетов 865 тысяч, количество шоу 24 и рейтинг World Genre Top 100 номер 31. Все, поздравляем всех коллективы, конечно, туры тут были, мое уважение, суммы просто какие-то астрономические, причем у некоторых шоу было не так уж и много, и, видимо, площадки были просто колоссальные. Всем успехов, двигаемся дальше. Seventeen, aespa, ITZY, Baby Monster и многие другие получили сертификаты. Давайте подробней. Circle Chat объявил о последней партии своих официальных сертификатов. В этом месяце Seventeen получили 3 отдельных сертификата за свой мини-альбом Spill the Feels. Обычная версия альбома получила тройной миллионный сертификат за более чем 3 миллиона проданных копий, в то время как версия Kid и Reverse были сертифицированы как платиновые, поскольку продажи каждой достигли 250 тысяч копий. Альбом группы aespa Whiplash получил тройной платиновый сертификат за более чем 750 тысяч проданных копий с момента релиза. Gold группы ITZY и Your Side Hwan Yonuna получили двойные платиновые сертификаты за продажу более 500 тысяч копий каждый. Baby Monster получили 2 отдельных платиновых сертификата за свой первый полноформатный альбом Drip, и обычная версия мини-альбома и версия Nemo стали платиновыми после продажи 250 тысяч копий каждая. Trigger группы The Boys, Performant группы Triple S, Vision и Revision и I Like You группы iLit также получили платину за продажу более чем 250 тысяч копий каждый. Между тем, Lee Moo Jin получил 2 отдельных сертификата в категории стриминга в этом месяце. Его хит Traffic Light стал дважды платиновым, превысив 200 миллионов прослушиваний, а его совместный трек
с Hey-Z When It Snows стал платиновым, достигнув 100 миллионов прослушиваний. Что ж, такие сертификаты получили артисты, конечно, поздравляем всех и каждого, и некоторые из них могут появиться в одном специальном ролике в начале года или нет. Кто знает, двигаемся дальше. Далее у нас RM из BTS, и его пост из армии привлек внимание, и давайте подробней. И да, эта новость переводится на ходу, поэтому речевые обороты интересные прилагаются. RM из BTS недавно привлек внимание общественности своим постом в Instagram о своей службе в армии. RM и V вместе ушли на военную службу в декабре 2023 года. Поклонники могут отслеживать прогресс зачисления айдолов в армию с помощью приложения Gundori, и с тех пор, как он записался, RM также продемонстрировал, что использует это приложение. 17 декабря RM опубликовал последнее обновление приложения, в котором указано, что он на 68% завершил свою подготовку после зачисления. Когда пользователи сети увидели пост, они не смогли сдержать смех и пошутили, что RM уже достаточно натерпелся и теперь просто ждет выписки. В целом, да, вот такая вот небольшая новость. Просто RM опубликовал статистику, сколько он уже прошел военной службы, примерно как ползунок загрузки чего-нибудь из интернета или установки программы на компьютер. Ну, так это выглядит. В любом случае, артисту, конечно, хорошие службы, и двигаемся дальше. Далее у нас несколько новостей про Чонгука, связанные с его недавней трансляцией, и в этой новости он признался, что напуган. Чем? Давайте подробней. 18 декабря по корейскому времени участник BTS Чонгук застал армию врасплох, проведя внезапную прямую трансляцию, находясь все еще на военной службе. Я же говорил, будут интересные обороты речевые. Перевод на ходу. Прямая трансляция напоминала старые культовые трансляции Чонгука прямо из его гостиной с ионовыми светодиодными огнями, караоке и случайными разговорами по душам. Только на этот раз он переехал и даже дал фанатам возможность заглянуть и посмотреть на его роскошный интерьер. В более уязвимый момент трансляции Чонгук поднял неожиданную тему, его недавно развившуюся неуверенность в себе как певца. Макне BTS признался, что его уверенность в себе в последнее время пострадала, и он боролся с этим, думая о своих фанатах. Он также в шутку упомянул, что в какой-то момент он подумывал заняться кулинарией в качестве альтернативы, но заверил армии, что переживать не стоит, он будет дальше заниматься вокалом. Позже в эфире он повторил то же самое беспокойство, подробно остановившись на нем. Чонгук выразил свое разочарование, наблюдая за другими певцами и чувствуя желание добиться большего на сцене, но не имея возможности сделать многого, пока он зачислен. Его потребность, достигнув всего, чего только возможно достигнуть в вокале, в сочетании с тем, что его зачислили на военную службу, привели к некоторому падению его самооценки. Чонгук признался, что не мог говорить об этом со многими людьми и в основном боролся с этими мыслями самостоятельно. После трансляции поклонники бросились в социальные сети, чтобы выразить свою поддержку певцу и благодарность за то, что он доверился им настолько, что разделил с ними этот уязвимый момент. В общем, вот такая вот история. Даже артисты с таким высоким уровнем профессионализма в области вокала переживают и беспокоятся. Ну, возможно, это перфекционизм, что на самом деле тоже не очень хорошо, но именно совсем абсолютная форма перфекционизма — это очень травмирующая штука, ваш ведущий понимает, о чем говорит. Поэтому будем надеяться, что артист перестанет переживать и спокойно после окончания службы вернется к бесконечной практике, лишь бы только был в порядке и уверен в себе. Хорошей службы, и двигаемся дальше. Далее у нас снова Чонгук и прямой эфир, в этот раз он показывает свое жилище, давайте подробней. Чонгук из BTS недавно вернулся на Weverse и провел для армии экскурсию по своему новому дому. Он начал с демонстрации своего бара «Алкоголь вредит здоровью, не пейте», заполненного всевозможными видами алкоголя. Он подошел к аккуратно разложенным стаканам разных видов, тоже все это на экране показывается. Рядом он выставил еще несколько бутылок алкоголя. Затем он повернулся к острову, в котором был встроен ящик для приготовления льда. Но это имеется в виду островок на кухне. Над ним была раковина и идеальное место для приготовления коктейлей. Он показал все свои принадлежности. Пожалуйста, тоже все принадлежности на экране показаны. После этого он покинул остров и направился в сторону комнаты. Вот где проявилась его любовь к технологиям. Во-первых, у него была зона диджея, полная колонок. Ну и не только, судя по всему. Рядом с ним было все его караоке-оборудование, колонки и многое другое. Тоже, пожалуйста, все представлено на экране. В центре комнаты он продемонстрировал свой супер крутой декор, элегантную черную мебель и большой проекционный экран. Кажется, это идеальная комната для времяпровождения. В целом, вот такая вот небольшая история. Ну, я так понимаю, это только одно пространство, совмещенная кухня с вот этой зоной отдыха и диджейским местом. Думаю, всю квартиру показывать человек не станет, но, тем не менее, такой интерьер достаточно мрачный, можно сказать, то есть все черная кожа, но, с другой стороны, это ж личное дело того, кто там живет, поэтому двигаемся дальше. Снова трансляция Чонгука и его беспокойство касаемо искусственного интеллекта. Давайте подробней. Если вы не в курсе, то напомню, во время трансляции недавней Чонгук спел несколько каверов, в том числе на Розе, Taeyeon из Girls' Generation и не только.
И одна из причин, по которой он сделал каверы песен выше, заключается в том, что он заметил ИИ каверы на песни, как будто он пел их. Поэтому он хотел, чтобы армии услышали его настоящую речь, то есть его настоящий голос. Чонгук признался, что голос оригинального исполнителя звучал лучше, но он считал, что его настоящий голос звучал лучше, чем голос ИИ. Тем не менее, он выразил обеспокоенность тем, как ИИ затруднит людям получение работы. «Я знаю, что людям понравился ИИ кавер. Стоит ли мне попробовать? Смогу ли я превзойти версию ИИ? Давайте. Честно говоря, я не думаю, что пройдет много времени, прежде чем станет невозможным отличить записи ИИ от живого артиста. У нас проблемы, все идет ко дну. Вот как мы все потеряем работу». Армии, естественно, согласились с опасением Чонгука, они считают, что опасно передавать голоса участников BTS в системы искусственного интеллекта. Ранее Чонгук поделился, что не нашел искренности в ИИ, но это было пару месяцев назад. В общем, артист опасается, что останется без работы. Но на самом деле, годик-другой назад можно было еще сказать: да ладно, какие опасения, сейчас да. И вы можете на самом деле в открытом доступе найти модель голосов всех участников BTS и не только, и вставить это в специальную программу и озвучить, в общем, то, что вам нужно. И это будет почти неотличимо от правды. Так что да, интересное будущее нас ждет. Возможно, артист не просто так опасается. Возможно, скоро вокалист как профессия в целом исчезнет. А может быть нет, кто знает. Время покажет. А так, двигаемся дальше. Далее армии назвали лучшие качества Ким Тэхёна, он же V из BTS, давайте подробней. Ким Тэхён, известный как V из BTS, давно завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Его уникальная личность, харизма и искренность делают его одним из самых любимых айдолов, о котором фанаты могут говорить бесконечно. Попытки ответить на вопрос, какие качества V вдохновляют вас больше всего, армии поделились своими мыслями, выделяя самые трогательные и яркие стороны Тэхёна. И в этой статье, грубо говоря, собраны все комментарии и комплименты, видимо, сгруппированы, какие чаще всего повторялись, и попали они в отдельные категории. В общем, пройдемся. Лицо красивое и симметричное, ему не нужно сильно стараться. Далее, неоспоримое обаяние. Баритон, душевный голос. Социальная бабочка, он подружится с кем угодно, что дышит. Квадратная улыбка, теплый смех, один из моих любимых. Опять же пишет неназванный человек. Наивность, непонимание, на 90% глупышка, на 10% гений, по словам Намджуна. Непринужденно смешной, заботливый, причем в самых неожиданных ситуациях. Защищает участников группы от самообесценивания. Тэхён всегда говорит о важности всей группы и подчеркивает заслуги каждого участника. Он поддерживает других, помогая им чувствовать себя увереннее и делится с ними своей энергией. Кроме того, кто-то написал, что он видит в армии не просто фанатов, а своих друзей и союзников, что делает его отношения по-настоящему особенным. На самом деле статья тут гигантская, такое чувство, что тут собрали все достоинства и заслуги артиста. Я ничего против этого не имею, но озвучивать вам 6 листов А4 в рамках одной новости считаю недопустимым. А то эфир затянется. Но в любом случае, вы, наверное, и так уже все это знали. Тут скорее я почитал, что думают фанаты про данного артиста. В любом случае, артисту хорошей службы и двигаемся дальше. Далее корейские пользователи сети нашли сходство между Тэхёном и женой одного музыканта. Давайте подробнее. Корейские пользователи сети поражены сходством между женой О Хёка, моделью Хван Джин Мин и V из BTS. Эта тема быстро стала популярной в различных интернет-сообществах после новостей о женитьбе лидера группы Хюкон О Хёка в начале этой недели. Люди делятся фотографиями Хван Джин Мин, обсуждая ее сверхъестественное сходство с айдолом. Пользователи сети выразили свое удивление, и многие утверждают, что Хван Джи Мин самый близкий двойник Ви, которого они видели. Пожалуйста, фото на экране. Вот некоторые комментарии. Вау, она действительно похожа на него! Ого, это самый похожий двойник, которого я когда-либо видел! Они выглядят совершенно одинаково! Ух ты, они и правда похожи! Пожалуйста, стань актрисой, умоляю. Из всех, про кого говорили, что они напоминают Ви, она похожа на него больше всего, лол. Наверное, даже сестра Ви была бы не настолько сильно на него похожа. Это тот же уровень, что и Чонгук и Сая, они выглядят одинаково, ха-ха-ха. Серьезно? Сначала мне было трудно в это поверить. Словно ветвь фотошопили, чтобы он выглядел как девушка. Это самое безумное, что я видела. Она такая красивая. Она безумно похожа на него, лол, и многие другие комментарии. Ну, наверное, есть какие-то определенные сходства. Я все-таки оставлю это вам, дамы и господа, вам видней. Но некоторые фотографии, да, действительно можно сказать, как будто использовали ИИ и превратили мальчика в девочку. С другой стороны, бывают похожие люди, ничего такого. В любом случае, думаю, новость абсолютно безобидная и развлекательная. А артисту, конечно же, хорошей службы, а вышеупомянутой паре совет да любовь. Такой у нас сегодня был выпуск, предупреждаю, скорее всего будет сцена после титров, потому что новостей что-то маловато в последнее время по некоторым аспектам, но, видимо, перед Новым годом особо уже ничего не появляется. В любом случае, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики.
делится роликами, пишет комментарии, несмотря ни на что. Большое вам спасибо. Бустерам, конечно, поклон. Без вас это вообще все было бы невозможно. И, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. И сейчас болтовня после титров. Сегодня у вас вторник, в день премьеры этого видео на YouTube, значит послезавтра, в четверг, следующий новостной выпуск, после которого трансляция. Так что не забудьте, я еще предупрежу, но само собой проговариваю это столько раз, сколько нужно. Кроме того, 25 числа, то есть завтра для вас по моим планам на YouTube должна выйти моя новая песня, так что тоже слушайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Это будет для вас завтра, и естественно об этом я вам дам знать. Что еще добавить? Естественно, новогоднее обращение будет. После стрима, там еще ближе к 31-му, я выпущу отдельный ролик. И да, я думаю, 2 января все-таки будет не новостной выпуск, а специальный видеоролик. Интересный, так сказать, и статистика, и много всяких интересных моментов. Но не буду сильно спойлерить, пускай это будет сюрпризом хотя бы содержание ролика. Понятно, что 2 числа выйдет ролик. В худшем случае выйдут новости. Правда, что рассказывать 2 числа, когда все будут в праздничной вальгалле, непонятно. С другой стороны, посмотрим. И сейчас либо сцена после титров, либо спасибо, что досмотрели до этого момента, вы классные, лайк вам. Сцена после титров и праздничная шапочка, так вот же они. Итак, у Stray Kids победа с новой песней. Первая при этом, давайте подробней. Stray Kids получили первый трофей на музыкальном шоу с новым заглавным треком Walking on Water. Music Bank все так же находится на перерыве, который продолжится до 3 января, однако победители музыкального шоу были объявлены на официальном сайте программы. По результатам победу одержали Stray Kids с песней Walking on Water, набрав в сумме 8556 очков. Для группы это 35-я победа в целом. Категорически поздравляем парней из Stray Kids, счастья, здоровья, успехов, побольше новых песен, хотя их и так выходит просто бесконечное множество в последнее время, но много не мало. Двигаемся дальше. Корейский институт бизнес-исследований, рейтинг репутации Idol Group, всех вперемешку и мальчики, и девочки, как обычно, список здесь, давайте озвучу с 30 места. 30 место Twice, 29 Mamamoo, 28 Treasure, 27 Meow, 26 To Us, 25 Triple S, 24 iElite, 23 Rise, 22 TXT, 21 The Boys, 20 Enhypen, 19 Oh My Girl, 18 Red Velvet, 17 NMIX, 16 NCT, 15 Shiny, 14 EXO, 13 Kiss of Life, 12 ITZY, 11 Baby Monster, 10 место Stray Kids, 9 Le Sserafim, G-Idol на 8, 7 место 50-50, 6 Big Bang, 5 IVE, 4 aespa, 3 BTS, 2 Seventeen и 1 Blackpink. Поздравляем всех и каждого, кто оказался в этом списке, но не забывайте, что это рейтинг репутации, а не кто лучше, выше и длинней. И двигаемся дальше. И у нас уже в выпуске сегодня была одна новость, где Джин оказался мастером продаж, возможно, он претендует на титул бога продаж, потому что, давайте подробней. 21 декабря Джин был замечен в одном из ресторанов Сеула, он ужинал вместе с известным ресторатором Пэк Чон Воном. В социальных сетях появилось видео, где пользователи восторженно отзываются о его безупречной внешности и вежливости. На этой встрече Джин был одет в куртку бренда Alo стоимостью $398, которая моментально распродалась на официальном сайте. Куртка, доступная в мужских и женских размерах, полностью исчезла из продажи, а на сайте появился значок «Нет в наличии» с возможностью подписаться на уведомление о поступлении. В октябре Джин был назначен глобальным амбассадором популярного американского бренда Alo или ALO, который называют Гермесом среди одежды для йоги. После публикации рекламных фотографий, на которых Джин позировал в одежде бренда, вещи мгновенно исчезли с полок магазинов, подтверждая его невероятное влияние. В апреле следующего года Alo планирует открыть первый флагманский магазин в Корее, 6-этажное здание в районе Тосан Парка. Или Тосан Парка. Джин уже давно зарекомендовал себя как король визуалов и король солдаутов. Его рекламируемые товары, одежда, еда и напитки неизменно становятся дефицитом. В июле, когда он стал глобальным амбассадором премиального ювелирного бренда Fred, колье стоимостью более 13,5 миллионов вон разошлось за считанные минуты, а сайт компании перестал работать из-за наплыва пользователей. Ситуация повторилась, когда Джин стал амбассадором Gucci, его вещи снова раскупили моментально, а сайт бренда временно перестал функционировать. По сути, DDoS-атака произошла. Кроме того, как глобальный представитель бренда Laneige, название на экране, Джин также обеспечил рекордные продажи и дефицит продуктов по всему миру сразу после запуска рекламной кампании. Джин продолжает расширять свое влияние, работая с такими крупными компаниями, как американский аудиобренд Dolby, и занимая пост поста по туризму Сеула. Недавно он совместно с Пэк Чон Воном выпустил традиционный корейский алкогольный напиток Айджин, который также стал хитом продаж. Это было в начале выпуска, там он был мастером продаж, тут оказывается может быть бог солд-аутов, кто знает. В любом случае, это здорово, что артист прекрасно отрабатывает рекламные контракты, что означает, что их потом будут продлевать, у него будет больше денег, а соответственно больше песен.
и спокойно на душе, когда есть что покушать в ближайшие жизни 5-7, наверное, учитывая, сколько он сейчас заработал. Артисту всего хорошего и двигаемся дальше. И еще одна новость, связанная с трансляцией Чонгука недавней, которая побила все рекорды. Фанаты заметили кое-что тревожащее их, и давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Недавно Чонгук из BTS провел прямую трансляцию, где он общался с фанатами на разные темы. Даже исполнял каверы. Он не хотел заканчивать длинную прямую трансляцию, неоднократно прощаясь с фанатами. Пока фанаты с нетерпением ждали появления звезды и новостей о нем, внимательные армии заметили ряд шрамов на его руке. Они якобы появились из-за его армейских обязанностей. Похожие шрамы были замечены на его руке некоторое время назад. Поскольку Чонгук работает на кухне, выполняя свои армейские обязанности, фанаты пришли к выводу, что это следы ожогов от огромной кастрюли, в которой Чонгуку приходится готовить. Хотя это и произошло совершенно случайно, без должного ухода это может остаться шрамом на долгое время или навсегда. Чонгук заботится о питании своих сослуживцев и работает на кухне. Хотя он любит свою работу, даже самые незначительные инциденты могут вызвать серьезную боль. Ну, грубо говоря, это наблюдение фанатов и предположение, основываясь на том, что он работает на кухне. Может быть, на самом деле во время военной подготовки получил, но на самом деле, да, кухня очень травмоопасное место, особенно когда это рестораны там или столовые. У меня один товарищ работает поваром, так что тоже травмы получает периодически, поэтому будем, конечно, надеяться, что артист бипантеном помажет все, ну или что в Корее аналогичное продается, чтобы не остались шрамы или они были как можно менее заметными. Хотя, конечно, это все украшает, как говорят, но, тем не менее, зачем лишний раз получать повреждения. А артисту хорошей службы и крепкого здоровья. Двигаемся дальше. Далее, судя по всему, прошел опрос, кто лучший танцор в группе BTS, составили топ-7, ну потому что участников 7, давайте подробнее. В BTS нет недостатка в талантах. RM, Джин, Suga, J-Hope, Jimin, V и Чонгук все они талантливые исполнители. Поклонники недавно проголосовали за лучшего певца, давайте коротенько пробежимся. У нас на 7 месте был RM, на 6 J-Hope, на 5 Suga, на 4 Джин, на 3 Чонгук, на 2 V, на 1 Jimin. Но сегодня у нас опрос касаемо танцев. И вот топ-7 участников BTS по танцам, по мнению фанатов. Вопросы к фанатам не ко мне, я только озвучу. Итак, 7 место. RM, который однажды сказал, что его зовут рэп-монстр, а не танцевальный монстр, умеет танцевать, но больше известен своими навыками рэпа. Он получил менее 1% голосов. 6 место. Suga. Как и RM, рэпер Suga ярче всего сияет, когда читает рэп, но этот король рэпа также может танцевать и петь. Он получил менее 1% голосов. 5 место. Джин. Универсальный вокалист Джин радует мир своим голосом и веселыми выходками, но он также неустанно работал на протяжении многих лет, чтобы отточить свои танцевальные навыки. Джин получил менее 1% голосов. Дальше на 4 месте Чонгук. Не зря Чонгук называют золотым акне. Это тройная угроза, может петь, танцевать, читать рэп и делать все что угодно, он получил 2% голосов. Дальше лучше. 3 место J-Hope. Король танцев J-Hope, сила с которой нужно считаться. Его танцевальный стиль привносит уникальный колорит в BTS и впечатляет фанатов на каждом концерте. Он получил 5% голосов. 2 место V, он же Ким Тэхён. Битва за 1 место была ожесточенной. На протяжении большей части опроса 2 участника BTS шли ноздря в ноздрю за 1 место. В борьбе за 1 место. Опять же, перевод на ходу. В конце концов, V получил 38% голосов. Когда он танцует, это завораживает. И методом исключения очевидно, что на 1 месте оказался Jimin. Кто лучший танцор BTS? По мнению избирателей, фанатов, армии и так далее, всех, кто голосовал, это Jimin. У Jimin есть опыт в современном танце, но он может сразить любую хореографию, которую ему предложат. Опять же, дословный перевод. Jimin получил 54% голосов, поздравляем. Вот такой вот рейтинг. Согласны вы или нет, конечно, спрашивать бесполезно, наверняка какие-то войны в комментариях снова начнутся, но это просто фанаты проголосовали, поэтому я не вижу здесь ничего обидного. В конце концов, это никак не влияет на то, что каждый артист хорош по-своему. Ну, в общем, всех поздравляем и тем, кто служит, хорошей службы. Это была сцена после титров, и на всякий случай напоминаю, что на Бусти все ролики, во-первых, доступны раньше, и они доступны всегда, несмотря на всякие запреты, ограничения и прочие замедления. Так что имейте это в виду, на самом низком уровне подписки уже доступно все, что выходит на моих основных каналах. Имейте это в виду. Ну и кроме того, еще раз напомню, что стрим будет 26 декабря. Там я тоже про Бусти, естественно, все это повторю, но люди уже начали заваливать вопросами, и поэтому да. В принципе, либо волшебное слово на 3 буквы, либо Бусти. А теперь все, до новых встреч, пока.